У нас здесь в Новом Орлеане какая-то облава с полицией. Вот чувак уже приехал. Все это продолжается до утра. Собака-попрошайка. Мы идем на кладбище. Эдвард Билл, Симон Бандера. Знаменитый новоорлеанский кладбище. И сейчас мы пойдем смотреть Кресцент-парк. Лавочки бетонные, торчит какая-то ржавая арматура, лужи, газон нет, открытый грунт, везде трещины идут. Все сексуальные фантазии архитектора развалились. Парк похож на Россию. Итак, друзья, мы с вами в Новом Орлеане, и сейчас пойдем во французский квартал, где под вечер должно быть полное веселье, бары, клубы, джаз. В общем, посмотрим, как все это происходит. У Нового Орлеана есть несколько таких неофициальных названий. Это город-полумесяц, это большая простота и беззаботный город. Это вот 3 неофициальных названия. Ну, полумесяц — это из-за Миссисипи, которая в центре изгибается в форме полумесяца. А большая простота и беззаботный город, я думаю, вы сейчас поймете, когда мы дойдем до клубов и баров. Интересно, что у нас здесь в Новом Орлеане какая-то облава с полицией. Я думаю, почему нету веселья? Здесь облава полицейская. На каждом перекрестке стоят полицейские машины, и они всех опрашивают. Но музыку не заглушить. Здесь у кого-то просто передоз. Нормально. Под вечер некоторые улицы становятся пешеходными, и здесь начинается красота. Да, но здесь уже начинается какое-то безумие. Нас зазывают в бары. Так, это какие-то наркоманы здесь местные. Но очень весело, друзья, вы видите, да? И так на каждом шагу конная полиция. Это какая-то бесконечная улица баров и клубов. И сложно выбрать то, что тебе нравится. Потому что в каждом клубе живая музыка. Вот чувак уже приехал. Да. И здесь вот полицейские дежурят. Проверяют. На входе у всех проверяют паспорта. Без паспорта не войти. И вот повсюду живая музыка. Видите, многие клубы, у них еще есть наверху балконы, куда можно выйти покурить. Живая музыка и балкончик, и холодные напитки. Все, что нужно в эту адскую жару. Ну вот так вот народ ходит из клуба в клуб, слушает, слушает музыку, пьет. Все это продолжается до утра. А под утро куча людей на этих улицах будет лежать на асфальте и мирно спать, и никто не будет их трогать. Потому что в Новом Орлеане все очень толерантные. Кто не лежал здесь на тротуаре, тот не жил, друзья. Так, собака-попрошайка. Новый Орлеан считают местом, где появился джаз. Как он появился? Рабов по воскресеньям отпускали потанцевать на главную площадь, где, собственно, африканские ритмы встретились с европейскими музыкальными инструментами. И именно здесь, в Новом Орлеане, как считается, родился джаз. Ну, на эту тему можно много спорить, но первые свои шаги в Новом Орлеане делали такие известные джазмены, как Луи Армстронг или Джо Оливер. Поэтому джаз здесь повсюду. А еще он ассоциируется с потрясающими старыми трамваями.
Я всегда завидую городам, которые сохранили свой транспорт, не уничтожили, не выпилили. Кстати, историческая ветка трамвая, которая здесь действует, она, по-моему, в Штатах самая старая, которая непрерывно работает с историческими трамваями. Вот это настоящее украшение города. Повсюду у нас джаз. В картинах, в сувенирах. Нельзя фотографировать. Странно, почему нельзя. Они боятся, что кто-то это очень низкокачественную живопись будет копировать. Вот, а это второй символ города. Музей смерти, кстати. Вот он закрыт, потому что сейчас уже ночь. Музей смерти. И здесь мы видим Барон Суббота. Барон Суббота. Музей смерти, да, кстати, это очень такое новоорлеанское место. Одна из фишек Нового Орлеана, что здесь во многих кафешках с самого утра играет живая музыка. И вот можно ходить от кафешки к кафешке и слушать музыку. Ух ты, целый оркестр. Написано, что тихая зона около церкви. Но это не мешает прямо под стенами церкви выступать оркестру. Мы вышли уже из центра, и здесь становится немного грустно. А все потому, что мы идем на кладбище. На кладбище мы идем не просто так, потому что кладбище и вообще вот эта вот культура захоронения — это важная часть Нового Орлеана. Из-за того, что город находится ниже уровня моря, здесь не роют могил. Если попытаться выкопать яму, ее сразу заполнит вода. В общем, все очень грустно, неудобно, поэтому, в общем, все захоронения, они надземельные. И кладбища очень интересно выглядят, и называют даже такие, как города мертвых, потому что на старых кладбищах потрясающие склепы. И вот на одно из таких кладбищ мы сейчас идем, чтобы посмотреть, что там. И очень жарко. Фух, открыто. Я думал, сейчас придем, оно закрыто. Вот они не могилы роют, а есть урны с прахом, а есть склепы. И, ну, в зависимости от кладбища, склепы разного уровня роскошности. Кстати, большинство склепов типовые. Видимо, была распродажа на такую модель. И они все ее поставили на этой улочке. Смотри, здесь чистая плита, и они потом будут дальше здесь. Шульцы уехали в более... Шульц, Луис, Фэмили Луис Шульц. Густав Гаст. Гаст. Немецкая улица. Да. Хенри Рехтен. Рехтен. В 80-м последнего здесь похоронили. Эдвард Биллс. 2013, кстати, смотри, вот видишь? Вот. Ну, видишь, какая она ухоженная. Здесь 2013. То есть это действующее кладбище. А ну да, вот много таких плит еще. Это такой бюджетный вариант. Слушай, это немецкое кладбище. Вторая часть кладбища. Вот даже смотри, есть Симон Бандера. Симон Бандера в 1912 году. Все. А потом еще был один Бандера, а остальные уже с другими фамилиями. Знаменитые новоорлеанские кладбища. Мы сейчас подходим к главному кладбищу Нового Орлеана, кладбище Святого Луиса. Первое, их здесь несколько. Вот первое кладбище самое известное, потому что там находится могила Марии Лаво. Кто такая Мария Лаво? Она считается основательницей луизианского вуду. Она первой начала его практиковать. Все это происходило в 19 веке. Она была одна из самых влиятельных жительниц Нового Орлеана. Как так получилось? У нее при случайных обстоятельствах сначала умер муж, она потом работала парикмахером, обслуживала богатых жителей города и, в общем, начала заниматься всякими этими гаданиями, проклятиями и прочей хренью. Говорят, у нее была целая сеть осведомительниц, она подружилась с всякими служанками, которые работали в богатых домах, соответственно, те добывали ей информацию. И она, зная всю эту информацию, общаясь с богатыми людьми, могла создать такой вот образ, что она там гадалка, смотрит в будущее, все знает про людей. Собственно, ей начинали верить. В общем, так и вот получилось. Она похоронена, собственно, на кладбище Святого Луиса, куда мы сейчас и дошли. Здесь много туристов. Значит, на кладбище не пускают. Точнее, пускают, но не все так просто. Здесь стоит охранник. На кладбище пускают только в составе туров. То есть нужно брать тур. Они каждые 45 минут запускают ограниченное количество людей. И вход еще стоит $20. $20, чтобы посмотреть на могилу этой мошенницы и загадать желание. Люди думают, что оно сбудется. Мы решили не ходить. Не ходить, но вы можете сходить и развлечься. Кладбище Святого Луиса.
первое. Чувак говорит, ты можешь сидеть на второе кладбище. Но там нету могилы, нужно нам Марии Лаво. Она умерла в конце 19 века. В общем, прошло почти 150 лет. И народ продолжает делать бабло на смерти этой мошенницы. Местное население, конечно, поскольку они доят туристов, они активно поддерживают эту легенду, что Мария Лаво была ведьмой, гадалкой, знала будущее, напускала порчу. Кстати, есть полицейский участок, и полицейские паркуются на газоне. И народ переходит дорогу в неположенном месте, потому что в Штатах можно переходить дорогу в неположенном месте на свой страх и риск. Как же меня вот эти вот бесят все эти туристические места. Смотри, кареты сразу стоят. Ну, слушай, тебя бесит, а туристы... Не, людям нравится, слушай, да, ради бога. Вот смотри, пенсионеры приехали, сейчас пойдут смотреть на могилу. У них просто тур есть. Видишь, у них такие у всех вееры от жары. Лошадка что-то жрет из гольф-кара. Так, ну вот здесь такой вот народ ходит. Сразу видно, люди пошли поклоняться и загадывать желания у ведьмы. Что-то просить. Так, опять туристы едут. Туристические повозки. Ну, к счастью, нас туры не интересуют. Поэтому могилу Марии Лаво мы пропустим. И сейчас мы пойдем смотреть Кресцент парк. Это новый парк, который разбили на берегу Миссисипи, 3 километра. Открыли вот несколько лет назад. Вход в парк через какой-то очень странный мост. Огромный ржавый мост, чтобы еще ничего не было видно. Вот это Миссисипи. Она, кстати, разлилась, потому что там затоплены деревья. Вон, на другой стороне. Это железная дорога, собственно, через которую они перекинули мост. А здесь еще какой-то забор. Я думаю, это часть дамбы, потому что там такие еще ворота серьезные. Вот видите, какие герметичные ворота. Чтобы когда Миссисипи разливалась, не затапливала город. Вот, собственно, этот мост через железную дорогу ржавый. А вот парк. Ну, судя по тому, что в парке нету людей, есть вопросы. Здесь сделали какой-то модный дизайн, то есть вот эти вот черные полосы. На плане они смотрятся очень мило, но это вот такая вот архитектура, которую архитектор нарисовал на плане, думая, что будет красиво. Но в жизни она совершенно не читается. Кстати, относительно дамбы, история для Нового Орлеана серьезная. Как вы помните, возможно, в 2005 году ураган Катрина. Это была огромная трагедия для Соединенных Штатов, крупнейшая такая вот катастрофа, когда не выдержали инженерные все эти сооружения, дамбы. И город был затоплен на 80%. И несмотря на то, что большинство населения к тому моменту было эвакуировано из Нового Орлеана, 2000 человек погибло от урагана. Население после этого уменьшилось, несколько десятков тысяч человек уехало, так и не вернулось в город. И это была большая катастрофа. Много лет город потом отстраивался, восстанавливался после этого урагана и наводнения. Но вот сейчас уже ничто не напоминает о трагедии. Относительно парка пока не очень понятно, что здесь хотели сказать архитекторы. Это, наверное, лавочки бетонные, так и хочется на них посидеть. Вообще, учитывая местную жару, хотелось бы какие-то такие уютные места в тени. Вместо этого мы видим бетонные лавочки на солнце. И пока ни одного приятного места в тени, где можно скрыться от этой жары новоорлеанской. Здесь, видимо, должен был быть газон, но его тоже нету. В общем, парк такой, с вопросами. Не могу сказать, что я испытываю восторг. В общем, подвох я заподозрил сразу, когда увидел рендеры на Арчидейле, потому что большинство рендеров было с высоты птичьего полета. Это так вот архитекторы любят заманивать заказчика какими-то красивыми картинками и узорами. А в жизни вот все эти узоры, они выглядят как непонятная какая-то дорожка, которая вот она заканчивается, начинается, совершенно бестолковые. А снизу-то и посмотреть не на что. Лучше бы они нормальные лавочки в тени бы сделали, а то расставили какие-то бетонные тумбы. И вот на самом солнце, вместо того, чтобы организовать, зная местную жару, здесь надо тень, какие-нибудь навесы делать. Кстати, вообще лучший способ понять, что делать, это отдать народу на расхищение какой-нибудь парк или общественное пространство, и сразу будет понятно, что люди хотят. Вот в советских парках, когда они оказываются без надзора, что первым делом делают люди? Они берут лавочку и куда-нибудь тащат ее под дерево, какие-нибудь кусты, чтобы там было какое-нибудь уединенное место в тенечке, а не на солнце. Да, и, конечно, вот весь их грунт вымывает. Видимо, они хотели сделать какой-то газон или еще что-то, но не вышло. Где подстилающие растения? Мэр Нового Орлеана, а? Мы пришли. Что это такое? Что это? Смотрите. Нет подстилающих растений. Зато есть торчащие ржавые гвозди. Специально ехали из Москвы, чтобы проверить, что у вас здесь, в Новом Орлеане. И вот такая история. И прошло 2 года. А что будет через 5 лет? А вот Миссисипи. Интересно, в Миссисипи же плавают крокодилы? Что это такое? Лужи? Лужи, друзья. Лужи, газон нет, открытый грунт. Весь бетон уже начал трескать. Везде трещины идут. Бетон разрушается. Лужи. Вот что значит не сделать нормальный водоотвод.
посмотрите, что с набережной. Торчит какая-то ржавая арматура, укрепления разрушились. Куда это все годится? В интернете написано, что этот парк открыли 2 года назад. Ну, если он за 2 года так сильно разрушился, то дело плохо. Я не знаю, конечно, может быть, его раньше открыли, но выглядит все очень грустно. Есть какой-то знак. А мы, друзья, сейчас послушаем музыку про Миссисипи. По Миссисипи плывет пирога, в пироге хиппи, их там много, а вслед за ними, ругаясь матом, плывет зеленый аллигатор. Под эту прекрасную песню можно посмотреть, как разваливается набережная. Вот, все сексуальные фантазии архитектора развалились. Похоже на Африку. Это карта Африки. Парк похож на Россию. А все почему? Как поется это, да? Губит парки не водка, губит парки вода. Вот. Вода — главный враг всего благоустройства. И вот здесь сразу видно, где лужи, и все уже все трескается, и все их бетонное покрытие. Но, в принципе, не жалко, потому что парк бестолковый, и можно смело заказывать проект нормальным архитекторам и делать парк заново. У нас тут возникли споры, есть ли здесь разуклонка. Мне кажется, что нет, потому что я ее не вижу, или уклон такой, что без специальной техники его не обнаружить. Зато видно разрушение. Вон, все разрушено, все эти бетонные плиты. Посмотрел сейчас в интернете, Crescent Park, так он называется, парк полумесяца. Полумесяц из-за того, что Миссисипи полумесяцем в центре Нового Орлеана изгибается, поэтому и Crescent Park. В 2018 году они его сделали, год назад. И за год все развалилось. Здесь они не сделали никаких, даже спортплощадок не сделали. Это асфальтовый маршрут с какими-то ужасными скамейками. Я посмотрел архитекторов, кто его делал, они вообще никогда не занимались благоустройством, они проектировали какие-то домики, это, видимо, их первый проект, который им дали. Уж не знаю, как они его смогли получить. Как и у нас получают такие домики. Ты думаешь, в Новом Орлеане есть коррупция? Либо они устроили архитектурный конкурс, где жюри состояло в основном из чиновников и один эксперт. Ну конечно. А экспертами назывались те, кто в этом ни хера не понимает. Главное, есть водичка. Это для наркоманов. Они здесь, когда дождь, они могут здесь лежать и в сухости курить траву. Есть мнение, что этот парк напоминает нам о родине. Сейчас мы проверим, потому что есть один показатель, что точно это Россия. Мы подходим к переходу над железной дорогой, и они там сделали лифт. Вот если лифт не работает, это 100% Россия. Потому что в России ни один лифт в надземном переходе никогда не работает. Если же он работает, то все-таки мы находимся в Америке. Сейчас проверим, я волнуюсь. Пока, слушай, подожди, пока все, ничто не предвещает беды. Кнопка. Не, надо собраться. Лифт, здесь ground floor, и мы сейчас нажимаем кнопку. Работает! Лифт работает! Мы в Америке, несмотря ни на что. Парк говно, но лифт работает. Он даже красивый, чистенький, хороший, чистый лифт. Все. Тут мог спать обоссанный бомж, но он здесь не спит. Потому что даже бомжу здесь нечего делать. Парк настолько унылый, что даже бомжей и наркоманов он не привлекает. Хотя, казалось бы, на берегу Миссисипи ширяться вообще самое дело. Вот лесенка. То есть они не смогли, даже видишь, ступеньки затоплены водой. То есть они даже со ступени не смогли нормально, ровно сделать. Слушай, нормальный архитектор должен учитывать криволапость рабочих. Ты вот когда делаешь, помнишь эти... как такой желобок, тоненький для отвода воды, как вот делают там в Лондоне. Или еще где-то. Щелевая хрень. Так вот, ты ее почему в России не делаешь? Потому что ее не смогут эксплуатировать. Она забьется, они ее ломами там зафигачат, и она все это. Поэтому ты ее не делаешь. Зная, что есть криволапые рабочие, можно было сделать ступенечки и нарисовать, чтобы там были эти... Желобки для отвода воды? Ну или желобки, или дырочки, или еще какая-нибудь хрень. Ну, можно было подумать, что руки кривые. Ну, вот здесь видно дальше все это благоустройство. Вот это противонаводненная стена от наводнения, дамба, железная дорога. В общем, есть над чем работать. Очень плохое качество работы, сам плохой парк. Видно, что люди делали его без опыта. Ну, ничего не поделаешь. Мы их простим и поймем. И в этом районе, помимо всего прочего, есть стрит-арт.
Такая вот красота. Чувак на крокодиле. Арт-центр, между прочим, на замке. Все, не дадут нам насладиться искусством. Вот, наверное, эти местные художники, наверное, идут. Ну и чтобы завершить нашу прогулочку по Новому Орлеану, нужно обязательно посмотреть Центральный парк. Тем более про Центральный парк много восторженных отзывов. Действительно очень круто. Какие-то невероятные деревья, поросшие лианами, я не знаю, что это такое, мхом, лианами, какими-то странными растениями. Здесь какая-то маленькая железная дорога, мостики, каналы. Я думаю, до нью-йоркского уровня он не дотягивает, но тем не менее. В ботаническом саду еще есть парк скульптур. Здесь выставлена современная скульптура, которую я не очень понимаю, но проблема в том, что он закрыт. Насладиться я не смогу. Вот так вот. Из-за забора. Я не очень понимаю вот этот прикол. Закрывать в 5 вечера парк скульптур около музея искусств. Здесь находится Новоорлеанский музей искусств. И здесь же находится парк скульптур, которые они почему-то закрывают. Можно, наверное, перебраться вот как-то здесь, но не будем нарушать правила. Не хочется сидеть в полиции. Кстати, около Центрального парка есть 3-е кладбище Святого Луиса. И оно просто огромное. К сожалению, оно уже закрыто. Но будете в Центральном парке, можно зайти. Здесь какие-то гигантские склепы. Эти вот бесконечные, уходящие в горизонт аллеи. Очень круто. Я слышал, кстати, есть люди, которым нравится кладбище. Они прямо специально путешествуют, смотрят кладбище, как они устроены. Я не знаю, что в этом интересно. Меня кладбища редко где привлекают. Было здорово, кстати, на Филиппинах. Там в Маниле тоже склепы, и народ на этих кладбищах живет. То есть они прямо на склепах живут, и это было здорово. Но вот в чем прикол таких вот кладбищ? Я не знаю, наверное, здорово так посмотреть один раз. Ну что, специально ради этого ехать? Это вот 3-е кладбище Святого Луиса. Здесь такие вот огромные склепы. Оно до 4:30 работает, поэтому сейчас оно уже закрыто. Еще все очень рано закрывается. Такая вот красота здесь. И оно, конечно, очень большое.